Новинка от iMO, камера видеонаблюдения с AliExpress. Вы просили, я заказал и делаю видеообзор. 10 дней доставки с AliExpress. Очень быстро, ссылку оставляю, перешел, сразу заказал, выбрал с картой памяти без, и она тебе вот в Украину приходит за 10 дней. Это Bullet 3C, 5 мегапикселей, определение человека, автомобиля, двойное аудио. По идее и по сути, наверное, это 4-мегапиксельный вариант камеры. 4-мегапиксельную матрицу имеет, интерполяцией увеличено разрешение до 5 мегапикселей. Опять же, это камеры очень качественные. У меня они вызывают только положительные эмоции. Наклейка также с более подробными характеристиками. И эта модель чем интересна, а тем, что это, можно сказать, универсальная камера полностью. Еще не открывал, делаю это при вас. Камеру буду продавать сразу в Украине по цене AliExpress. После видеообзора, видеообзор ты посмотрел, я тебе показал, сам посмотрел, как она работает, вам показал, ты определяешься, нужна она тебе в Украине по цене AliExpress или нет. Шаблон для установки разметки. Так, интересно, что за языки в инструкции. Кроме английского понятного нету, но здесь, в общем-то, в картинках даже все очень классно. Камера добавляется очень просто на приложение, специализированное приложение есть для смартфонов. Также гарантийные, наверное, какие-то идут обязательства. Все классно, стараются они. Ого, ничего себе, что такое? Не пойму, не могу вытянуть камеру, а она еще плюс вот так вот притянута, чтоб не летала по коробке. Ну, тоже продумано, смотрите. Такой вот вариант упаковки. Фирма Dahua, подразделение Dahua. Дешевая, сказать, бюджетная Dahua для обычного пользователя. Не профессиональный вариант, когда ты можешь заказать вот одну камеру, к примеру, и это твоя будет мини-система видеонаблюдения, потому что данная камера поддерживает карты памяти, имеет Wi-Fi, имеет возможность подключения по кабелю и имеет также возможность подключения по POE по кабелю. Это очень классно. Редко встретишь такие камеры, которые имеют вот все вкупе. И Wi-Fi, и POE, и 12-вольтовое питание, и карты памяти, и в комплекте с POE камерой идет блок питания. В основном POE камеры идут без блоков питания. Здесь у нас вариант с блоком питания, но не POE блок питания, а 12-вольтовый. Данный блок питания ты будешь использовать для подключения камеры 12 вольт, вот 2 ампера. Да, классно. 1 амперный, но он такой увесистый, тяжелый, то есть заявленному стоит верить. И длина кабеля, наверное, около 2 метров для подключения по Wi-Fi, для работы по Wi-Fi. Если у тебя в том месте Wi-Fi сигнал слабый, тянешь один кабель RJ45, обжимаешь, как я тебе показываю на видео, обжимать, измеряешь длину, вымеряешь, которая тебе нужна, и подключаешь камеру по кабелю 48-вольтовым блоком питания POE. Один кабель в роутер, другой кабель пошел до 100 метров на камеру. И камера будет работать по одному кабелю. Вот этот разъем, кстати, вот это, наверное, да, они уже предусмотрели и такую заглушечку сделали. При подключении по POE этот разъем, да, глушится вот такой вот заглушкой. Ну, молодцы. На ходу все это дело придумали. Здесь герметично, а здесь ты соберешь, где муфта? Муфта на RJ45, также соберешь герметичный разъем с кабелем. Показывал я видео, есть у меня отдельное по этому поводу. И крепежный элемент на камеру. Все есть, то есть тот комплект, когда больше тебе заказывать ничего и не нужно. 4-мегапиксельная матрица заявлена 5 мегапикселей разрешение на камере в максималке. И в моем случае объектив 3,6 мм. Есть вариант заказать с широкоугольным 2,8. Это уже выбирай по своей надобности. Цена, в общем-то, там не сильно отличается. Камера в маленьком, в пластиковом корпусе, но это полностью уличный вариант. Защищена она от дождя, от внешних воздействий каких-то. А вообще, подождите, это вроде бы пластик. Да, пластик. Но пластик такой легко перепутать с металлом, вот именно с алюминием. Здесь динамик установлен.
2 антенны задействованы, и камера поддерживает Wi-Fi как 2,4 ГГц, так и 5 ГГц. Если у вас роутер 5 гигагерцовый Wi-Fi чисто, то камера будет работать. Разбираем камеру, если нужно, снимаем вот этот вот фильтр темный вокруг, отщелкиваем его, и там винты откручиваем и извлекаем камеру, вот эту переднюю черную часть. Там все помодульно собрано. Здесь слот под карту памяти, и вы видите, что все классно продумано, то есть зажато все винтами через силиконовую прокладку герметичную. Тут вопросов попадания воды не будет никаких. И кнопка сброса к заводским установкам выведена, также герметично сделано, чтобы, если в случае чего, редко, но когда-то, может, придется сбросить камеру к заводу, поэтому кнопка выведена, чтобы ты не снимал вот эту вот крышку. Так, там главное, что вот смотрите, резьбы, это не саморезы, а латунные или какие-то металлические резьбы имеются. И что очень классно, также продумано, вот мне нравится у iMOW, что все до мелочей продумано, фиксируются винты. Винты фиксируются от самопотери, так сказать. Если где-то ты на высоте, крышку в руках, и одной рукой ты ее держишь, винты не высыпятся. Кто установщики, те меня поймут, знают. В комплекте ты можешь заказать карту памяти также фирменную. Они вот укомплектовывают проверенной фирменной картой памяти до 128, а вот я тут точно не помню описание там. Или до 256, или до 128 гигабайт карты памяти поддерживает. На 64 в моем случае. И также там на странице продавца указана информация по времени записи на максимальную карту, кажется, 128. Я картинку вам вставлю. Указано, как устанавливать карту памяти, и до защелкивания. Доводим ее вот так вот. Фиксируется, как обычно устанавливается в любое устройство карта памяти. Кнопка сброса вон там имеется. И здесь мы видим такой вот мягкий удлинитель. И здесь все герметично. Сюда вода также не сможет попасть. Вот здесь все это видно. Также есть возможность подключиться к камере напрямую со смартфона по Wi-Fi в режиме точки доступа. Нет у тебя роутера, а камера, нужна тебе зайти на камеру со смартфона, посмотреть информацию на карте или просто на расстоянии работы Wi-Fi от смартфона до камеры отслеживать камеру, там без помех метров 10 на расстоянии сигнала Wi-Fi. Ты можешь зайти на нее, режим точки доступа имеется. Наперед скажу, что сравниваю я эти камеры по качеству и по качеству аналитики, что сейчас немаловажно. Многие производители видеонаблюдения камер уже выпускают камеры с аналитикой, с определением силуэта человека, лица человека, там, животных, автомобилей. iMOW на хорошем уровне. Это камеры среднего ценового диапазона. То есть ты платишь деньги и получаешь более качественную аналитику, чем ты получил бы с камерами, там, например, XMI. Ну, XMI работают, но они работают на свою стоимость. Тут эта камера дороже, и она имеет более точную аналитику, меньше будет ложных срабатываний. Соответственно, камера не будет тебя тревожить по ложным срабатываниям, будет сохранять нужную информацию, не ложную, на карте памяти и присылать тебе уведомления правильные. Уровень, как по мне, наверное, Reolink. Reolink также с хорошей аналитикой идут, с хорошей картинкой. Буду подключать ее блоком питания, ее родным 12-вольтовым. Будем подключать сразу камеру по Wi-Fi. Ты можешь, если не нужен тебе Wi-Fi, но понравилась камера, сразу ее подключить кабелем. Например, в том месте нет у тебя сигнала Wi-Fi. Подключаешь сразу камеру кабелем к роутеру, и ты ее будешь искать в домашней сети роутера без Wi-Fi. То есть роутер ей выдаст свободный IP-адрес и зарегистрирует ее в домашней сети роутера. Приложение iMOW Live. Открываешь, скачиваешь его, бесплатное приложение для установки, регистрируешься. Если нет у тебя первая камера, проходишь регистрацию, будет твой аккаунт. Логин, пароль на почту, код придет, как обычно. Жму плюс. Есть вариант сканировать QR-код или добавить вручную. Автоматически у меня здесь открылся сканировать QR-код. Ну вот, открываешь, открывается камера. И сканируешь QR-код с наклейки на камере. Дальше по инструкции. Включите Bluetooth, после чего нажмите кнопку «Далее». Камера
будет обмениваться информацией по Bluetooth. Подключите устройство к источнику питания. Дождите... я ее не подключил. Я что включил. Вот. И информационный светодиод светит. Дождитесь, когда индикатор начнет медленно мигать зеленым. Ждем загрузки камеры. Все по инструкции. Инструкцию надо читать. Видите, я забыл подать питание на камеру. Так бы искал ее причину. Кстати, второе отверстие — это микрофон. Верхнее отверстие — информационный светодиод, который отвечает, в каком она статусе находится. Подключена. Сейчас вот ищет сеть. Жмем «Далее». Разместите устройство возле маршрутизатора и рядом с мобильным телефоном. В нашем случае надо, чтобы это все происходило рядом с роутером. 2.4. Подключитесь к сети. Смотрите. 5 зачеркнуто. Не знаю почему. Разберемся дальше. Роутер выбираешь, к которому хочешь подключиться, и прописываешь пароль доступа до Wi-Fi этого роутера. Жму «Готово». У вас проблемы. Далее. Запомнить пароль можешь, чтобы разрешить сопряжение именно по Bluetooth, обмен информацией. Камера получает информацию по паролю к роутеру, привязка. Дальше с облаком. Все камеры сейчас работают через облако. P2P функция в камере включена. Одно добавление, вот. И последующее действие. Ушел ты со смартфоном, включил мобильный интернет на нем. И будет у тебя доступ до камеры. Тебе не нужно ее никуда там перепривязывать будет. Из любой точки мира ты получаешь доступ до камеры. Это все бесплатно происходит. Платные какие моменты? Это хранение информации с камеры на облаке. Если ты заказал платное хранилище, то есть облачное, ты будешь платить там в месяц какую-то сумму, несколько долларов. Не хочешь хранить на облаке, не платишь ничего. Доступ до камеры, все эти действия, отслеживание, доступ на карту памяти, все происходит бесплатно. Подключение произошло успешно. Далее можешь имя присвоить свое устройству и место прописать, где необходимо использовать это устройство. Ну, я думаю, что это не обязательно. Может, у тебя будут уже несколько камер, и ты будешь локацию им задавать по группу. Готово. Вот здесь годовой план, то есть количество 7 дней хранения. Много услуг вот именно iMovie предоставляют, поэтому можешь сразу активировать, а можно и потом это все, я так понимаю, сделать. Месяц бесплатно дается, то есть пробный период. 14 дней бесплатно, без каких-либо условий. Вот, такое может быть. Давайте активируем бесплатный период. Просмотр в реальном времени. Все, заходишь на камеру, камера загружается. Есть картинка с камеры, со звуком. Раз, два, три, четыре, пять. Также отличный и качественный микрофон стоит, и динамик, можно в камеру говорить. Список устройств. Камера работает по Wi-Fi, и видно значок сигнала Wi-Fi. Пробую подключать ее по кабелю. Просто кабель от роутера беру и подключаю в камеру. Обратный конец кабеля RJ45 подключен в роутер. Пошла перезагрузка, скорее всего, камеры. Пропала она из списка устройств. Чтобы обновить список, протаскиваем вниз. Камера появляется в списке устройств. Смотрите, и значок кабеля. Значок Wi-Fi пропал, и обозначение стоит, что камера подключена по кабелю. Появилась информация, что карта памяти что-то не то. Форматировать. Давайте форматируем. Все, очень все классно. Камера предупреждает, что отформатировано хранилище. Запись по расписанию. Сохранять видео. Аварийные видео размещаются во внутреннем хранилище. Запись по расписанию можешь ставить или же по тревоге. Индикатор зеленым горит постоянно. Я думаю, что его можно выключить. Информационный индикатор, то есть, посмотрев на камеру, ты будешь понимать, в каком она состоянии. Зеленый, значит, все отлично. Хорошая картинка с камеры, и видно, что широкий угол, хоть и стандартный 3,6 мм объектив, 5 мегапикселей. И тут ты можешь сразу же в приложении изменить разрешение 2 мегапикселя и там 1, наверное, или полмегапикселя. Все полезные значки здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Сделать снимок.
увидел что-то, сохранил в галерею в смартфоне. На карте памяти хранятся видео автоматом. То, что ты поставил, там по людям сохраняются, по автомобилям. Дальше давайте это и посмотрим. Но перед этим я камеру установлю на улице. Установил камеру, изначально включены уже функции по автомобилям. Вот обнаружен транспорт. Даже на Apple Watch я открываю, и можно просматривать фото с транспортом. Несколько роликов. Обнаружен человек. Фото просматриваю. Также ты можешь и со смартфона, ну, смарт-часы также все это показывают. То есть очень удобно. Не нужно тебе доставать смартфон, открывать приложение и смотреть на смарт-часы. Все выводится. Кстати, вот смотрите, тревожные ролики, те, что не просмотренные фото или ролики, у тебя на списке устройств, и не нужно заходить на камеру, сразу их просматриваешь. Ну, iMode дорабатывают они постоянно что-то, у вас новые сообщения, постоянно что-то новое у них открывается сразу. Карта памяти, и обнаружен человек, обнаружен транспорт, обнаружен человек. Все, что, в общем-то, нужно. Очень классно и быстро вот открывается камера. Кликаю. Устанавливал я камеру, поэтому такие вот моменты прикручивал со звуком. Прослушиваешь, просматриваешь и забираешь. Можно также этот ролик уже забрать на папку смартфона и поделиться уже в соцсетях, где там ты по человеку. Где же человек? Предзапись есть, поэтому человек, вот только выходит человек, а предзапись видели вы, сколько сохраняется. То есть все адекватно работает, без вопросов. По автомобилю. Так, вот я, башка моя. По автомобилю это мы сейчас смотрим. И также есть предзапись. Вот автомобиль только появился. Супер. И хорошие ролики. Хороший вариант просмотра. Все это есть. Тут же ты можешь ролик в случае чего какой-то отрезок включить и записать на папку смартфона при просмотре. Начать запись, запись пошла. Это я сейчас просматриваю карту памяти и какой-то сюжет себе могу вот раз и сохранил. В галерею зашел и уже дал тебе там кому нужно. И также фото можно сделать при просмотре. Вживую это мы заходим на камеру вживую. Вот уже сейчас у нас камера в онлайне. Давайте по настройкам сразу пробежимся. По картинке со смартфона как бы вообще качество отличное, то есть вопросов здесь нету. Опять же, можешь изменять в таком вот ракурсе качество. Все отлично. По настройкам в приложении, по настройкам камеры. Имя можешь поменять, настройки обнаружения, предварительный просмотр устройств также что-то есть. Автоматически, или же можешь выбрать, что тебе сохранять. Настройки обнаружения. И смотри, не нужно тебе никуда заходить, ни в веб-интерфейс камеры на компьютере, ни в какую программу, а у тебя все вот уже на смартфоне. Детекция людей включить-выключить, обнаружение транспортных средств включить-выключить. Обнаружено движение. Имеется в виду движение по всему. Там и могут срабатывать и на шевеление веток, зверей, там все остальное, вот все остальное. Если ты хочешь чисто выбрать аналитику, чтобы тебе присылало, поэтому можешь сделать. Можешь выключить детекцию людей, транспортных средств и включить чисто движение, и будет чисто по всем. Или же все в куче, то есть моментов много. Рамка, объект, на который срабатывает, будет показываться на картинке, выделяться будет. Здесь можешь посмотреть информацию, что именно. Зона активности. И ты можешь ставить зону обнаружения, в которой камера будет работать. Вся инструкция есть. Выставил, зафиксировал. Едет автомобиль. Вот в онлайне сейчас это все происходит. И пришло уведомление. Чувствительность детекции стоит на тройке. И смотрите, еще есть 4 и Max. Также можешь выставлять, если нужно. Режим обнаружения можешь поставить по графику, когда камере работать, по часам, по дням, если это нужно. По
то есть по чувствительности. У продавца прописано, что машины метров на 30-40, люди на 20 метрах. Срабатывает обнаружение камерой, поэтому ты тут можешь уже от этого отталкиваться. Далее параметры сообщения. Доступ к устройству большего пользователя невозможен. Отправка уведомлений. Там есть вариант до 10 пользователей, кажется, на камеру заходить, можешь делиться ей. Звуковой световой отклик. Автоматическое включение сирены из динамика при обнаружении объекта. Ночью будет мигать. Также, если включишь, также будут и светодиоды там светить. Вот оно, если нужно. Уже карта памяти, смотришь, сколько записано. И опять же, запись на карту памяти именно в настройках хранилища. Вот что, какую писать, по расписанию или же по тревоге. Ну и форматировать, если нужно. Ночное видение. Ночью коллекция аудиофайлов устройства, хрен его знает, наверное, передавать просто... активировать передачу, то есть ты можешь сказать в динамик устройства что-то, передать какую-то свою фразу. Доступ к устройству именно через QR-код поделиться. Пользователи от 0 до 10. Интернет будет Wi-Fi, будет по Wi-Fi. Интернет имеется по кабелю, ввиду, что подключена камера. Можешь посмотреть, какое сейчас подключение. Добавить на главный экран понятно, больше. И здесь светодиод состояния можешь выключить. Тот, который зеленый, красный, именно, чтобы он, например, ночью не привлекал внимания, если нужно. Звонок, когда этот параметр отключен, при включении и отключении питания устройство, звуковой сигнал не заглушается. Отсутствие наличия HDR. Давайте включим HDR. Осветление, как VDR. Осветление днем, тени и ночью темных участков. Поворот изображения перевернуть. Часовой пояс. Понятно, автоматом выставился. Формат даты на видео во время просмотра в реальном времени. Что ставить? Год, месяц, день. Или же можешь поменять. День, месяц, год. Сохранить. Поменял. Перезагрузить устройство удаленно. Вдруг что-то не нравится тебе. Кликнул, если есть доступ на камеру. Она перезагрузится. Грузится нормально, подгружается без вопросов. Видите, заход на камеру. Сообщения приходят, что-то там фиксирует она, наверное, и автомобили там фиксирует. Сейчас должен идти человек. Вот. Выделяет, смотрите, вот так вот. Человека зеленым таким, рамкой зеленой морской волны. А автомобиль выделяет какой-то желтой. Здесь на главном сирена. Можешь включить сирену, будет звучать, испугает там 30 секунд и выключить принудительно. Картинка в картинке. Также вариант вот такой есть просмотра на рабочем столе, на списке устройств. У тебя будет камера, то есть ты тут работаешь, что-то смотришь, а у тебя в онлайне та камера, которую ты выбрал. Такой вариант также есть. Отзыв, понятно. Тут сообщение, что обнаружено было. Здесь ролики также можешь увеличивать, уменьшать время или увеличивать просмотра. Вот так вот. По дате, по времени будешь выбирать, если несколько дней записано. Кликнул на календарь, выбрал. Облако и карта памяти. Сейчас вот облако было. Это облако. Это карта памяти. По идее дублируется все, но на облако доступ у тебя будет постоянный, даже если украли камеру. На карту памяти у тебя будет доступ, пока все нормально. Если украли камеру, у тебя не будет доступа на карту памяти. Ты тогда можешь зайти на облако и посмотреть последние моменты, что произошло. Здесь, смотрите, и автомобиль, и человек, значок. То есть есть тут у тебя или чисто автомобиль, или чисто человек. Ну, прикольно, все удобно, в общем-то, до мелочей. Смотришь и можно так. Смотришь и удивляешься. Тип тревоги можешь сортировать, что просматривать. Питомец, ну в этой камере, видать, питомца нету, но уже в разработке, то есть, видите, может какие-то другие камеры от iMOW и поддерживают там питомцев. Так, тут тревожные
отчет безопасности, облачное хранилище, скачать записи карты. То есть тут надо уже как бы разбираться. Ну да, это настройки облачного хранилища и что связано с тревожными моментами. Помимо всего этого, камера имеет OnVIF протокол совместимости оборудования разных производителей. Она у меня по OnVIF протоколу добавилась на свободный канал XMI-евского видеорегистратора. Отключил я постоянную запись на канал. Сейчас посмотрю, будет ли присылать камера по объектам запись на видеорегистратор. По людям, по автомобилям. Посмотрим ли, совместимо ли вот это вот момент по OnVIF. Звук. Почему-то звука нету. Сейчас зайдем в настройки. Давайте настройка компрессии на 14 канале. Да, чисто видео, звука в OnVIF, по OnVIF с этой камеры не передает, то есть видеорегистратор не принимает. Забегу наперед, видеорегистраторы Dahua и Hikvision будут работать в полной мере, в полной совместимости с этой камерой. С камерой iMOV. Поэтому у кого Dahua видеорегистратор, Hikvision, смело можете эту камеру, если понравилось, приобретать. Также есть видеорегистраторы iMOV, но там уже полная совместимость, там ты сможешь с видеорегистратора полностью управлять камерой и менять настройки, как вот из приложения. Разрешение 5 мегапикселей, и вот видите, возможность смены разрешения есть, показывает нам видеорегистратор, но не факт, что можно будет поменять. Формат сжатия H265X стоит по умолчанию, поэтому вы должны знать, что можно сменить на 265 современный формат сжатия. Показывает видеорегистратор, что сменился формат. Камера отреагировала, камера перезагружается. То есть с видеорегистратора я смогу сделать и смену разрешения, и смену формата сжатия именно с XMI по OnVIF протоколу. Соответственно, Dahua и Hikvision с этим вообще проблем не будет. Все готово. Формат сжатия на камере H265 современный. Число кадров при 5 мегапикселях 25. Ну, здесь все. И вторичный поток также, если нужно, можно регулировать. По тревожным настройкам, ну, с формы автомобиля, так, на всякий случай кликнул. Смарт-оповещение 14. Ну, здесь только включить и выключить именно на канале видеорегистратора. Получать с камеры тревогу или не получать. Стоит получать. Все остальное, ну, область, наверное, можешь также поставить. Давайте сейчас посмотрим, что она с велосипедистом сделает. Сюда уведомление пришло на Apple Watch, смарт-часы, так, по человеку. Ну, а здесь, здесь чисто постоянка по OnVIF, именно с XMI-евским видеорегистратором, будет работать только постоянная запись. Не присылает, то есть не активируется видеорегистратор. А функция HDR сильно осветляет картинку. Вот я ее выключаю. Опять же, смотря, видите, картинка более контрастная становится, не пересвеченная. Смотря откуда, опять же, вы ведете видеонаблюдение, даже монитор монитору рознь, и просто уже смотрите от ситуации, с какого просматриваете. Здесь картинка вроде бы и темновата, а на на мониторе была чересчур пересвечена. Поэтому HDR, главное, что эта функция работает. Попробовать ночью стоит. Ночью, может, она будет более эффективна. Беспроблемная камера видеонаблюдения за день по людям, по автомобилям. Что поставил, то пишет, сохраняет на карте памяти, присылает уведомления тебе на смартфон. Будь ты в любой точке мира, главное, чтобы смартфон был подключен к интернету. И камера вещала также в интернет, и вы будете всегда на связи. Ночная картинка и камера на смартфоне. Открытие показываю вам. Определяет также стоячие автомобили, стоящие на месте, вот видите. Ну, а запись включает или нет, посмотрим дальше. Кстати, карту памяти извлекаешь и устанавливаешь компьютер, и без проблем, без всяких там дополнительных кодеков, ты воспроизводишь видео с карты памяти. Также со звуком, или же просто зашел на карту памяти на
Приложение я вам показывал, как это делается. Сейчас не буду уже повторяться. Сирена прикольная. Нажимаешь сирена. Звучит она там где-то около 30 секунд и автоматически выключается. При этом звук ее такой интересный, как вроде бы какая-то магазинная сирена, как сирена сигнализации звучит. В темноте, ну, это как бы может вызвать недоумение у того, кто пытается там лезть или, возможно, уже залез на вашу территорию. Ночная картинка в нормальном качестве. Думал я, что здесь есть 3 ночных режима, но нет. Это, скорее всего, будет камера, в которой ярко будут выражены 2 ИК LED светодиода под линзами. Здесь обычный 1 даже или 2 их ИК светодиода. Видно их свечение. Вот такое вот не супер мощные ИК светодиоды установлены в эту камеру. Кстати, есть возможность, я вам показывал, зайти в ночное видение и выключить. Ну вот так, есть такая возможность. Просто выключить ИК светодиоды и перевести картинку в цветную. И, кстати, хорошая светочувствительная матрица установлена. При дополнительном освещении, вот если у вас камера будет установлена на освещенном участке улицы, там, где уличные фонари светят, будет хорошая картинка с камеры в цвете. Поэтому тут можно просто вот выключил ночное видение, и камера всегда будет показывать цветное изображение. Там, где полная темнота, ну, чудес не стоит ожидать, потому что, ну, не видит камера в таком режиме в полной темноте. Если нужно, включаешь опять черно-белый режим в настройках ночное видение. И камера переходит в черно-белое изображение, ИК-фильтр задействует механический день-ночь и включает инфракрасные светодиоды. Такая вот простейшая камера, которая, ну, стабильно будет работать. Мне вот интересно, iMovie видеорегистратор я все давно хочу заказать, посмотреть, как эта система работает, сам видеорегистратор с камерой. Ну, в общем-то, ничего удивительного, просто с видеорегистратора, как я вам сказал, можно будет полностью управлять настройками камеры. На сегодня все, камера в продаже. Уже человек забронировал. Ну, если вдруг не забронировал, вы в Telegram заходите, и там вся информация. Telegram мой канал, чат. Там я с вами общаюсь и продаю вам в Украине то, что показываю вам по цене AliExpress. В TikTok подпишитесь, там видео-анонсы того, что будет на обзорах в YouTube. Всем удачи, до следующих видео.